За этот месяц я снялся сразу в 2 клипах. Как вы могли догадаться, я сделал это не только ради приглашения на «Золотой граммофон», но и в рамках работы над своим новым расследованием. С тех пор, как у меня в квартире наконец включили горячую воду, остался лишь один вопрос, который казался жизненно важным. Каким образом рэп стал самым популярным явлением в нашей стране и кому это может быть выгодно? Помимо ресторатора. Это Дружко Шоу, 18-й выпуск. Устроим баттл по фактам. На прошлой неделе рэп достиг исторического максимума лояльности населения. Он стал популярнее прокрастинации. Если бы президентские выборы были уже завтра, рэп победил бы 64% голосов. Последние новости некогда андеграундной культуры прокомментировали даже в Государственной Думе. А там, как известно, всякую ерунду не обсуждают. Чем же рэперы отличаются от панков, эмо, тамплиеров и других некогда популярных движений, которые бесследно исчезли? Может быть, секрет в свободной одежде, которая не позволяет наносить точные удары по телам рэперов? Или, возможно, существует версия без приколов? В поиске ответов я решил отправиться туда, где зарождался сам рэп – на улице. Йоу! Для того, чтобы продолжить наше расследование, нужно отправиться в поле, а точнее в каменные джунгли. Поехали! Кажется, я нашел представителей дворовой культуры. Нужно установить с ними контакт. Выходим. Уважаемые МС, извините, что прерываю ваш баттл. А расскажите мне, почему вы занялись рэпом? Чтобы не шататься по подъездам, не курить, не играть в азартные игры, а вырасти порядочными и воспитанными представителями общества. А чем отличается в данном случае рэп от школы? Рэпчик в тачке качает, бро. Рэпчик в машине качает, бро. Благодарю. Рэп популярен, потому что качает в тачке. Это заявление показалось мне спорным, и я решил проверить его по дороге в студию. Рэпчик в машине качает, бро. Everything I do, get it past slow. Think El Castro, knowing that the past broke. Not understand, nine lives like a blast. Whoa, understand rules, it's eternity to blast mode. Listen, bad to be around, feel it steady though. Grooving on that speed when we up in the stereo. Listen, put the volume up. Действительно качает. Но если дело только в хорошем бите, то Джигана можно назвать рэп-исполнителем. Те уличные батлеры навели меня на 2 мысли. Первое. Нужно носить с собой перцовый баллончик. Второе. Возможно, рэп в русском человеке заложен на генетическом уровне. Я решил поискать этому подтверждение в исторических фактах. Чтобы ускорить этот процесс, мне пришлось подключить дополнительные мозги. Нет, я не позвал Ликея или Яна Топлеса. Я задействовал 2 других своих мозга – спиной и костный. Осталось найти современную машину времени. Для ее создания понадобились 4 метра зеленого полотна, спецэффекты и 15 туториалов по After Effects.
В настоящее время на баттл вызывают при помощи Твиттера. Но первое письменное подтверждение вызову на баттл было запечатлено на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Ты султан, черт турецкий, проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к черту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьешь? Согласитесь, этот текст легко перепутать с любым текстом Сявы. Тоже нет рифмы и много сквернословий. Дальше панчи приобретали стихотворную форму. Великий русский поэт Ас Пушкин. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что жопа есть. А это уже становится похоже на рэп. Наложите бит, добавьте йоу, и перед нами Нагано. Я нашел множество подтверждений тому, что рэп у нас в крови. А мое последнее открытие не оставляет никаких сомнений. 1870 год. Некогда богемное и аристократическое занятие превратилось в народное творчество. Частушки. Сидит Ванька у ворот, широко разинув рот, а народ не разберет, где ворота, а где рот. Панчи в этих стишках такой плотности, что даже гнойные позавидуют. Для меня вывод более чем очевиден. Рэп — это исконно русский продукт. Но если рэп заложен в нас на уровне генов, то они явно имеют свойство активизироваться, как это было в случае с Децлом, и засыпать, как это было с Литраком. Чигиря. Несмотря на расследование, важно не забывать о взаимодействии со зрителем. Поэтому сейчас я буду отвечать на ваши комментарии. Дружко-шоу стало менее интересным, смотрю только из-за биржи мемов. Шагинян, залогинься. Самый тухлый выпуск. Основываясь на статистике, вы правы, но я с вами не согласен. Волна хайпа потихоньку уплывает. Между прочим, я предупреждал, что хайпану немножечко. Не понимаю, каким надо быть невнимательным. Нельзя материться. Дураком, чтобы не заметить очевидного. Я так больше не могу. Так-то лучше. Теперь я понимаю, что любое мнение подписчиков важно. Их нужно слушать, уважать и не пихать рекламу как попало. Спасибо шоколадному батончику Сникерс за то, что спас меня от голода, и я больше не агрюсь. Теперь я снова я. И я объявляю конкурс «Кто ты, когда голоден?». Выкладывайте свои голодные себяшки с батончиком Сникерс, например. Используйте хэштег «Сникерсни как дружко» и получайте в подарок батончики с эксклюзивными сигнами от меня и 6 месяцев подписки на Амедиатеку. Хайпаните немножечко с 20 августа по 2 сентября. Условия конкурса в описании. Прошу прощения, мне звонит информатор, который даст новый виток расследованию. Я постараюсь договориться с ним о встрече, а пока мои уши будут заняты, вы можете посмотреть рубрику «Биржа мемов». Эшкере, с вами Лев Шагинян и биржа мемов. О самом важном и интересном расскажу вам прямо сейчас. Обвал биржи мемов. С чем это связано? Таинственный гость по скайпу. Кто он? Какая фраза прозвучит в конце выпуска? Эта неделя запомнится мем-инвесторам надолго. Крах биржи мемов или черный понедельник. Два названия одного ужасного события, из-за которого обесценились все кекции, лолционы и рафлигации других мемов. На эти кадры по-настоящему страшно смотреть. Это лента Викей большинства людей на прошлой неделе. В миманских пабах Борщ, Фоч, ФТП на случай важных переговоров и МХК Версус обрушил все другие мемы, что привело к делайкации. Дуров и Жириновский пытались противостоять Версусу, но все безуспешно. Несмотря на то, что они оба были без рубашек, Владимир Вольфович к тому же орет и матерится не хуже Гнойного. Движемся дальше. Пускай вокруг царит хаос, настоящие бизнес-мемы всегда стоят на страже рофла. Ну и как уже стало традицией, с различными аспектами мем-индустрии нас продолжает знакомить админ Фоча Зёма Великолепный.
Пикчеры-палачи – особая каста мемных дел мастеров. Палач отрезает головы и приделывает их другим. Но вот сейчас отрезанную голову Оксимирона, например, он помещает вместо головы Роберта Дауни-младшего. Под этот мемчик отлично подойдет фраза «Когда в комментах пишут, что судьи неправы». Зёма, большое тебе спасибо, ждем новых мем-уроков. Ну и в завершении скажу, наши эксперты утверждают, что ситуация с Версусом стабилизируется, как только они вернутся с каникул. Ну и на этом у меня все. С вами был Лев Шагинян. Ну и как говорил мой дед, Вартан Егазарович Шагинян, мем всему голова. Перебирая самые немыслимые теории, всегда надо допускать, что ответ может лежать на видном месте. Так расследование привело меня к версусу между Оксимироном и Гнойным. Чтобы раскрыть секрет успеха главного батла, а вместе с ним, возможно, и всего русского рэпа, я связался с тайным информатором, которому удалось проникнуть на это мероприятие. Сергей, скажите, пожалуйста, вы точно замажете мое лицо? Да, конечно. Никто не поймет, что это вы, Ильдар. К тому же у меня есть кнопка, которая отвечает за замазывание лица. Смотрите. Ну. Прикольно. Почему вы решились на разговор со мной? Зачем вам раскрывать тайны русского рэпа? Я точу на них зуб. Они меня обижают. Они говорят, что я не МС. Ты настолько не рэпер, что судил Версус. Говорят, что я не МС. Так будто мне это интересно. Успокойтесь, Ильдар. Они говорят эти темы на злобу дня. Мол, я конъюнктурный. Но пока ты что-то паришь как вейп, я кручусь как спиннер. Но, может быть, они знают немножко больше, чем знаю я. Возможно. Следующие кадры являются стопроцентным эксклюзивом. Результаты батла куплены? Ни в коем случае нет. Куплены только первые 3-4 минуты батла. Скажите, по какому принципу выбирают судей? Ну, если ты не особо разбираешься в рэпе, то добро пожаловать. Или если ты габонская гадюка. Это исключение. В чем секрет популярности Версуса? Почему мне должно быть интересно мнение одного человека про другого, при том, что оба известны лишь тем, что высказывают свои мнения друг о друге? Ну, чтобы у тебя сформировалось свое мнение, и ты сравнил его с мнением своих друзей. Плюс посмотрел мнение других видеоблогеров, мнение этого батла, и вы могли поменяться мнением. Но это мое мнение. Сейчас я записываю. Мнение. Через «и». На Версусе важно количество панчи или все зависит от твоего флоу и смысла текста? Какой-то слишком профессиональный вопрос. Догадливый. Мне его Рики Ф. написал. Шарите. Почему перед батлами соперники не подчищают свою биографию, чтобы оппоненту не за что было зацепиться? Как это делают политики? Ну, очень сложно стереть мамку. Особенно если она мамка. Шо? Через «а», мамка. А что на Версусе делают блогеры? Они ждут окончания батла, чтобы у кого-нибудь из участников самого бэтла заказать по дешевке текст для своего клипа. Спасибо вам, Ильдар, за все, что вы сделали для моего расследования, ну и, в общем-то, для хип-хопа в этой стране. До свидания. Я думал, вы спросите у меня, в чем секрет успеха рэпа в России. Если я получу ответ на этот вопрос, просто спросив у вас об этом, да, то тогда к чему мое такое большое расследование? Прощайте. До свидания. Я, кстати, прошел рэп-мьюзик. Сникерс Урбания вам о чем-нибудь говорит? In the battle. Я был лучшим на хип-хоп.ру. Проводите кто-нибудь Ильдара? Рыбки новые, кстати. Туда? Да.
Everybody put your hands up. Мне не нужен ответ от информатора на мой главный вопрос. Потому что он сам и есть ответ. По крайней мере, его часть. Итак, я готов назвать вам истинную причину популярности рэпа в России. Следуйте за моими мыслями, держась за протянутую логическую цепочку. Где лучшие тусовки? Где лучшие подруги? Где люди живут хип-хопом? Ответы на эти фундаментальные вопросы могут содержаться всего в одной строчке рэп-композиции. Отмечаем. Рэп — это информативно. Теперь я проиграю вам фрагмент из песни «Фараона» задом наперед. Понимаете, к чему я веду? Рэп развивает. Ведь чтобы проиграть песню задом наперед, мне пришлось разобраться в Sony SoundForge. Итак, мы уже выявили множество сильных сторон рэпа, но есть еще одно ключевое отличие, которое я обнаружил. Я вспомнил, что чтение рэпа далось мне на удивление легко. Простота — вот ключевое свойство, позволившее лидерам мнений делать рэп трендом интернета. Для блогеров рэп оказался самым легким способом прикоснуться к искусству. Согласитесь, сложно представить, что Саша Спилберг купается в чипсах и делает гроул. Ян Го снимает 24 часа саксофон-челлендж, а Соболев поет баллады о любви к себе. Хотя последнее довольно реально. Эта история успеха рэпа в нашей стране крайне поучительна. Кем бы вы ни были, при должном старании вы можете добиться любых высот. На этом мое шоу подходит к концу. Но открытым остается вопрос, затронувший сердца миллионов. Дождется ли обычный гражданин Иван Жадан Игоря Николаева? Об этом вы узнаете из его видеодневника. А у меня на этом все. Всем привет! Я обычный гражданин Иван Жадан. На протяжении 5 недель я жду моего кумира Игоря Николаева. На Камергерском переулке каждую пятницу с 19 до 20:00. Для того, чтобы осуществить самую заветную мечту — выпить с ним за любовь. Это кажется чем-то невероятным, ведь я простак, а он звезда. Но мне помогает Вера. Именно она заставляет приходить меня на это место. Сегодня я решил прийти немного пораньше, мало ли. И вот я стоял на том же месте, как вдруг... Что, он, что ли? Скорее всего, вот это и есть Иван. Здрасте, Иван. Здрасте. Я уже рассказал, я говорю, я еще вас не видел, но вы уже просто для меня какая-то суперзвезда. Вот. Может быть, выпьем за любовь все-таки? Спасибо Я вам. с удовольствием это сделаю. Я принес с собой Минеральную воду. Минеральную воду. Не важно, что ты пьешь, главное, за что. Друзья мои, я хочу выпить, конечно, за любовь. И вот за любовь к моему творчеству вот этого большого красивого человека, который ждал и дождался! Это был лучший день в моей жизни. Главное — верить в свою мечту и добиваться ее любым способом. Мой пример показывает, что сила интернета может исполнить мечту любого обычного гражданина. Сергей Евгеньевич, его подписчики, да и все те, кто просто неравнодушен. Спасибо вам большое, что вы откликнулись и помогли мне исполнить мою мечту. Выпьем за любовь. Ну и так далее. Дальше по тексту, дальше вы все знаете. Будьте здоровы и счастливы, а мы с Ваней пьем. Сергей, а моя рубрика будет? Сергей Евгеньевич, есть тут кто вообще?